Всем привет, меня зовут Виктор Брусков, я портретный фотограф и профессионал Sony Alpha. И еще я основатель проекта The Photo Gear, в рамках которого я снимал практически на все цифровые камеры, от Hasselblad до Leica и Fujifilm. И по своему опыту могу сказать, что когда мы приходим в студию, то все камеры как бы уравниваются, потому что мы работаем с импульсным светом, со вспышками, и неважно, на что вы снимаете, на Hasselblad или на Canon какого-нибудь начального уровня, все камеры выглядят одинаково, потому что на них одинаковый светотеневой рисунок. И когда я узнал год назад, что ProPhoto выпустили возможность съемки со вспышками на смартфон, на iPhone, я был удивлен и относился немножко к этому скептически, потому что, когда я впервые услышал об этой технологии, я подумал, что если она реализована не криво и работает как положено, то это означает, что камеру смартфона впервые можно реально приблизить к уровню камер. То есть не просто визуально там в разрешении Инстаграма, а именно даже при приближении можно будет увидеть детализацию и реальное качество снимка. И когда я попробовал поснимать, на тот момент у меня был iPhone 7 Plus, мы снимали в домашних условиях с импульсным светом, со вспышками ProPhoto, которые имеют вот эту возможность синхронизации с iPhone. Я посмотрел на результат и был поражен, что, во-первых, функция реализована грамотно, все срабатывает сразу, потому что технология работает через Bluetooth, и у нее нет ошибок. То есть настолько она хорошо работает, что даже на камере чаще, когда мы работаем с синхронизатором, появляются ошибки, а здесь все работает бесперебойно. И второе, в чем я убедился, что качество действительно на очень высоком уровне. То есть уже вообще практически невозможно отличить, особенно если снимок сильно не приближать, какой из них снят на смартфон, а какой снят на камеру. Потому что для съемки на смартфон в настройках приложения я использовал самое минимальное значение ISO, а это ISO 25. И, соответственно, самый высокий уровень картинки по цвету, по детализации и по светотеневому рисунку. Когда я выложил эти изображения в Instagram, то многие в комментариях писали, что не верят, что это снято на смартфон. То есть у людей просто шок возникал, как можно снять такое на смартфон. Вторая реакция была: а почему тогда не использовать камеру? Зачем вот именно нести в студию телефон и снимать на телефон, когда можно взять и снять на нормальную камеру? У меня ответный вопрос: зачем снимать на камеру, если все можно снять на смартфон? На айфоне сейчас 3 фокусных расстояния, а когда мы выбираем себе камеру, мы должны определить, какой объектив нам нужен: широкоугольный, телеобъектив, стандартный, нам нужна карта памяти, нам нужен синхронизатор для съемки на камеру. Плюс ко всему, на камерах очень маленький дисплей, всего 3 дюйма, и, как правило, когда снимают на камеру в студии, используют съемку в компьютер, при этом подключают через провод. В общем, слишком много всего сложного. В айфоне уже, вот, допустим, у меня iPhone 12 Pro Max, у него дисплей 6,7 дюймов. То есть это более чем в 2 раза больше, чем в любой цифровой камере. И я по этому монитору сразу все вижу. У меня 3 объектива: широкоугольный, телеобъектив и стандартный объектив, и я могу не заморачиваться с выбором фокусных расстояний и так далее. Ну и если говорить о самом процессе, то для камеры нам нужно снять сначала материал на камеру, потом флешку перенести в компьютер, обработать его, потом перекинуть обратно в iPhone и затем уже выкладывать в соцсети. С iPhone же все намного проще, здесь же снял, причем в формате Apple Pro RAW. Кстати, с iOS 15 ProPhoto в своем приложении добавили возможность съемки RAW также и на широкоугольную линзу 13 мм. Так что теперь и на сверхширокоугольном объективе у нас есть возможность обрабатывать качественный RAW-файл. Так вот, на iPhone это все делать очень просто. Мы сразу сняли на любом фокусном в качественном формате, все это грамотно обработали и тут же выложили в соцсети. Что может быть проще? Зачем тогда заморачиваться, особенно если нам нужно снять контент, который не требует какого-то особого продакшена? И все, что нужно для съемки на смартфон, это включить Bluetooth и скачать приложение ProPhoto. Оно бесплатное, поэтому любой желающий может его скачать.
Вообще реализовать такую возможность съемки в студиях очень просто. В студии достаточно иметь один источник, который подключается к смартфону со встроенным Bluetooth, и все остальные источники будут подключаться уже через радиосинхронизацию. То есть один прибор со съемкой на мобильный смартфон, а другие приборы обычные, стандартные. И тогда все, кто придет в студию, им достаточно включить Bluetooth и начать съемку. И я действительно убежден, что эта технология революционная. То есть представьте момент, когда в студиях появятся эти приборы профото, которые способны вести съемку на смартфон. Любой человек, любая девочка, придя в студию, просто достанет iPhone, включит Bluetooth и начнет съемку. Причем понятно, что iPhone полностью не заменит во всех жанрах фотографии камеру профессиональную, где много мегапикселей, но для съемки контента, например, сейчас используется в основном смартфон, и чтобы улучшить качество вашего контента, вы элементарно подключаете вспышку и получаете тот же самый контент для соцсетей, только еще более лучшего качества. И вам не нужно изучать камеру, вы минуете этот весь процесс. Все, это еще более просто. И, конечно же, такой способ съемки вытеснит камеры еще больше, потому что как раз это упрощение процессов. Ведь если подумать, то когда я начинал заниматься фотографией, я уже не застал пленочных камер. Многие, кто начинали заниматься недавно фотографией, не застали уже зеркальных камер, то есть только беззеркальные камеры. Точно так же и есть поколение, которое вообще не использовало камеры и не хочет их использовать, и снимает все на смартфон. Так что я искренне убежден, что за этой технологией будущее. Также я хочу развеять миф о том, что съемка в студии — это всегда сложный какой-то процесс. Сейчас я вам покажу очень простые эффективные световые схемы, которые вы можете применять сразу после того, как увидите это видео. Я покажу вам схему с одним источником света, с двумя и с тремя. И все они делаются достаточно просто, и я покажу вам, как их грамотно выстраивать, чтобы у вас получались классные фотографии. Ну а пока вы находитесь в предвкушении красивого результата, я советую вам подписаться на канал, потому что здесь вы найдете кучу полезной информации не только по студийной съемке, но и вообще по съемке на смартфон в принципе, и узнать для себя что-то новое. Так что подписывайтесь, ставьте напоминания и наслаждайтесь нашими видео. И для первой схемы я использовал всего один источник света. Это очень крутая схема для классического портрета. Она выглядит довольно киношно и в то же время как некий фэшн. В общем, идеально для портретов. Установил я источник на журавль. Я мог поставить его на стойку, но тогда бы мне пришлось постоянно об эту стойку спотыкаться. А когда я установил источник на журавль, то я могу свободно перемещаться и спокойно компоновать кадр, не мешая себе этой стойкой. В качестве насадки я использую обычный белый зонд на отражение, потому что он дает очень мягкий свет. Ну а чтобы свет был еще более мягким, я использовал рассеивающую панель и получу очень красивый светотеневой рисунок на лице модели. Поскольку свет расположен сверху, то у нас будут хорошо очерчены скулы и красиво, графично прорисовано все тело. Плюс ко всему, из-за того, что источник установлен сверху, я могу снимать как крупный план, так и средний план, так и снимать модель в полный рост. Первое, что я делаю, это включаю Bluetooth и дальше захожу в приложение Profoto Camera. Все, и в этом приложении у нас есть все настройки для того, чтобы работать со вспышкой. Напоминаю, что приложение абсолютно бесплатное, вы можете скачать его в App Store, ссылка на само приложение будет в описании к этому видео. Теперь перейдем к настройкам смартфона. Для того, чтобы снимать портрет, я люблю использовать зум-объектив, то есть переключаю на 2,5. И тогда у меня будут сохраняться правильные пропорции, модель не будет искажаться, какой бы план я ни снимал. В настройках есть фиксированные настройки, например, ISO выставляем минимальное, потому что мощность мы регулируем за счет приборов, и нам не нужно задирать значение ISO. В этом как раз и прелесть студийной съемки. Дальше выдержку выставляю 1/80 секунды и баланс белого в значение 5600 кельвинов.
Опять же, контролируемая цветовая температура. Источники Profoto выдают такую же цветовую температуру, и мы получаем идеальный свет в момент, когда будет срабатывать вспышка. Это фиксированные настройки, и нам их больше даже не нужно трогать. Всю остальную картинку мы регулируем за счет мощности прибора. То есть добавляем или уменьшаем мощность источника. И все, и начинаем снимать. Таким образом, мы получили мягкий светотеневой рисунок. У нас прорисованы скулы, при этом кожа модели прорисована очень мягко. И еще прелесть такой световой схемы заключается в том, что если мы отодвинем от фона источник освещения и модель, то мы получим более темный фон. Давайте это и сделаем. Как я и сказал, у меня полная свобода передвижений, стойка мне не мешает, я компоную кадр, как я захочу, и такая схема позволяет не только сделать фон светлее или темнее, но также отлично подойдет для съемки какого-нибудь каталога, то есть максимально просто один источник сверху с зонтом на отражение, и мы получаем эффектные снимки, каким бы планом мы ни брали кадр. Итак, я собрал вторую схему. Она идеально подойдет для бьюти-портретов. Так что подойдет не только фотографам, но и визажистам. Берите на заметку. Она максимально простая, так же, как и первая, несмотря на то, что я использую уже два источника освещения. Для фона я установил софтбокс среднего размера, и он будет давать не только белый фон, но также очерчивать контур модели, то есть работать как контровый источник освещения. А на второй источник я установил портретную тарелку. Она как раз нужна, чтобы красиво прорисовывать лицо модели. И, опять же, эффективно выделять скулы и прорисовывать красивый такой благородный светотеневой рисунок. Прелесть приложения Profoto Camera заключается в том, что я могу включать и выключать отдельно каждый из приборов и регулировать их мощность. Ну что, давайте приступим к съемке и посмотрим, каким будет наш результат. Что касается настроек камеры, они у меня остались прежними. Это по-прежнему выдержка 1/80, ISO 25 единиц и баланс белого 5600 кельвинов. Но теперь у нас появилась регулировка мощности каждого из приборов. Мы можем переключать один и другой, и для каждого будет установлена своя мощность. Очень удобно. По-прежнему снимаю на зум 2,5 для того, чтобы сохранялись естественные пропорции лица, так как я буду снимать портрет крупным планом. И это очень важно. То есть следите за тем, чтобы объектив был 2,5 или 3, как в новом iPhone 13 Pro Max. Как вы могли убедиться, это очень простая и эффектная схема для съемки бьюти-портретов. У нас получается идеально белый фон, и портретная тарелка красиво прорисовывает лицо модели. Я обещал показать схему с 3 источниками освещения, но в процессе творчества, так сказать, я понял, что третий источник мне не нужен, так что я покажу вам очередную схему с 2 источниками освещения. Один у меня также зонт сверху, как при первой световой схеме. Он будет у нас заполнять пространство светом и цветом, потому что я установлю на него синий цветной фильтр. А второй источник с сотами и с малиновым цветным фильтром у нас установлен на лицо модели. Таким образом, те участки, которые подсвечены
вторым рисующим источником будут подсвечиваться малиновым, а все остальное пространство заливаться синим цветом. Это уже у нас супер-супер творческая фотосессия, и здесь как раз очень хорошо применять разные фокусные расстояния. И я поснимаю на широкоугольный объектив айфона, на сверхширокоугольный и на телеобъектив. И комбинируя все эти фокусные расстояния, углы, направление источников света, вы можете добиваться новых и новых креативных эффектов помимо цветных фильтров. Как видите, не нужно много источников освещения для того, чтобы получать классные эффектные кадры. Все, что вам нужно, это немножко поэкспериментировать, немножко поиграть с фокусными расстояниями объектива, и у вас обязательно получится что-то классное и интересное. И вы легко можете убедиться, что цветные фильтры — это простой, довольно нехитрый инструмент для получения очень эффектных снимков, и которые мы опять же можем сразу же выложить в соцсети прямо из айфона. То есть нам не нужен какой-то сложный процесс, где мы подключаем камеру. Все делается здесь, в одном устройстве. Мы получаем снимки, которые производят эффект вау и которые обязательно не останутся незамеченными в соцсетях. Ну и сейчас я покажу вам несколько методов по обработке фотографии прямо во встроенном редакторе айфона. Как можно их привести к более привлекательному виду легкими способами. Покажу вам на примере фотографии, которую снял с цветными фильтрами. Первое, что мы делаем, когда обрабатываем фотографию с цветными фильтрами, добавляем красочность. Причем я люблю добавлять именно красочность, а не насыщенность. Потому что красочность делает это более деликатно, а когда мы добавляем насыщенность, то у нас заливаются цвета и слишком сильно смешиваются. Вот, поэтому берем ползунок на красочность и сразу же добавляем необходимый нам уровень насыщенности кадра. Я регулирую это обычно на глаз положениями от самого минимального до максимального и нахожу оптимальную середину. Ну вот, пускай будет где-то так. Насыщенность сделала наши краски более яркими. Следующий этап — это цветовая температура. Здесь она тоже выступает в качестве творческого инструмента. То есть, меняя цветовую температуру, мы получаем новые оттенки. И точно так же методом от самой минимальной цветовой температуры до максимальной мы регулируем, какой цвет мы хотим получить. Мне нравится вот такой более темный, насыщенный. И теперь в данном кадре я бы поиграл с контрастностью. Где она? Прямо чуть-чуть минимально добавить контраста, чтобы черные цвета на фотографии стали более черными. При необходимости, чтобы еще больше сконцентрировать внимание на самой модели, мы можем добавить чуть-чуть виньетки, но без фанатизма, чтобы это не превращался в какой-то кринж. Таким образом мы как бы фокусируем весь свет на нашей модели, и фотография становится еще более выразительной. Также обязательно нужно поработать со снижением шума. Все равно у нас появляются какие-то минимальные артефакты. Я так делаю даже при съемке на камеру. Когда снимаю с цветными фильтрами, я все равно снижаю чуть-чуть шумы. Благодаря тому, что я снизил шумы, кожа у меня стала чуть более гладкой, и также пропали артефакты, что также играет в плюс этой картинки.
Опять же, немножко можем добавить резкости нашей фотографии, тоже в значениях, регулируя от минимальной до какой-то там средней, посмотреть, где баланс, чтобы она чуть-чуть у нас стала более звенящей, картинка, но, опять же, без фанатизма, чтобы не появлялись дополнительные артефакты и мы не испортили изображение. Вот, пускай будет примерно вот так. Помимо цветовой температуры, на цвет в изображении мы можем влиять также оттенком. То есть, меняя ползунок в одну или в другую сторону, мы получаем какое-то новое сочетание цветов, и из-за этого фотография может выглядеть уже по-другому. Давайте попробуем в одну и в другую сторону. Вот. В данном изображении у нас синие оттенки становятся либо чуть более голубыми, бирюзовыми, либо наоборот насыщенным синим цветом. И я выбрал сделать их более синими и более насыщенными. Несмотря на то, что я добавил контраст, все равно в тенях у нас изображение как будто с небольшой дымкой. И если мы хотим избежать эту дымку, то мы выбираем инструмент точка черного и чуть-чуть его добавляем. А если мы наоборот хотим добавить дымки в тенях и сделать изображение, как будто это снято на пленку, то мы эту точку черного обычно наоборот убираем. Я немножко добавил точки черного, чтобы изображение было более таким, давало панч и было более контрастным. Ну и как противоположность точки черного есть инструмент блеск, который как раз работает над светлыми участками и делает их более выразительными. Поэтому я чуть-чуть добавлю блеска, и яркие оттенки у нас станут более яркими. Получившееся изображение меня вполне устраивает, и его можно смело запостить, либо отправить в сторис. То есть на самом деле даже встроенного редактора достаточно для того, чтобы доработать изображение и чтобы оно получилось еще более эффектным. Но поскольку мы снимали со вспышками, оно изначально хорошее, поэтому обрабатывать такое изображение — одно удовольствие. Так что не бойтесь, экспериментируйте. Спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам все очень понравилось. И напоминаю, подписывайтесь на канал Академия Restore, где вы можете получить самые актуальные и интересные знания из мира съемки на iPhone и не только.